Всем привет! Мы поговорим о видео крупным планом Ви и Чингука из BTS, которое стало достоянием общественности. На кадрах Ви из BTS отчетливо видно, как он сопровождает Чингука во время его тренировки. Тэхён не выглядит просто наблюдателем. Он на самом деле наклоняется и внимательно стоит рядом с Чингуком. Очевидно, что он там охотно, готовый помочь, если Чингуку это понадобится. Это стало ключевой частью их отношений. Именно такие моменты еще раз подтверждают то, что многие и так знают, их связывает особая связь. Что делает это видео еще более особенным, так это отсутствие официальных камер или персонала рядом с ними. Другими словами, они не снимали программу, а просто репетировали в частном порядке. Тем не менее, они продолжали вести себя как всегда, заботясь и поддерживая друг друга. Это показывает, что их отношения не изменились даже без зрителей, добавляя доверие тем, кто верит в их связь. Однако не все отреагировали на видео одинаково. Некоторые начали утверждать, что изображения нереальны, созданы искусственным интеллектом и не происходят в реальном мире. Большая часть этой критики исходила от людей, которые не принимали близость Ви и Чингука. Им было трудно поверить, что они могли разделить такой момент без камер или съемочной группы за спиной. Подобные ситуации лишь еще раз показывают, насколько естественно их взаимодействие. Им так комфортно друг с другом, и это заметно даже в таких мелочах, как совместные тренировки. Для многих это еще одно доказательство того, что их отношения не зависят от окружающей среды или контекста. Хотя всегда найдутся те, кто попытается усомниться в этом, важно сосредоточиться на реальности. В этом видео нет ничего чрезмерного или неуместного. Вместо этого оно запечатлело интимный момент между двумя людьми, которые уважают и заботятся друг о друге. И именно это делает его особенным. Ему не нужны спецэффекты или официальные заявления, чтобы быть значимым. То, как Тэхён подходит к Чингуку во время тренировки, не говоря ни слова, говорит само за себя. Отношения Тэхёна и Чингука уже давно являются источником любопытства и восхищения. Их часто описывают как очень близкую пару, и такие моменты подчеркивают эту близость. Когда они вместе тренируются в спортзале, внимание уделяется не только тренировкам, но и тому, как они поддерживают и заботятся друг о друге. То, как Тэхён остается рядом с Чингуком, присматривая за ним и готовый вмешаться в случае необходимости, это заботливый жест, который редко встретишь даже среди его товарищей по команде. Это была забота, рожденная доверием и привязанностью. Сам Чингук не раз показывал, что в его жизни есть вещи, которые он ценит: работа, время, проведенное с фанатами и, конечно же, телефон. Однако недавно произошло кое-что, что дало понять, что в его жизни есть кто-то, кого он ценит больше всего на свете. В одной части видео видно, как Тэхён пытается схватить телефон Чингука, чтобы что-то записать. Хотя это не совсем понятно, сцена показывает, что в середине движения Тэхён теряет равновесие и падает. Удивителен не сам инцидент, а спонтанная реакция Чингука. Не раздумывая, он тут же бросает все и бросается на помощь Тэхёну. В этот момент ему все равно на все остальное. Даже телефон падает на пол вместе с ним. Эта деталь становится еще более значимой, когда мы вспоминаем более ранний момент из «Are you sure?». Чингук упал в воду, и когда ему помогли, первым делом он беспокоился о своем телефоне. Он постоянно спрашивал о нем, давая понять, насколько это важно для него. В этом контексте мы можем видеть, насколько дорог ему был телефон. Однако, сравнивая два момента, очевидна перемена. В этой новой ситуации его телефон тоже упал, но Чингук не обратил на это внимания. Вместо того, чтобы проверять или искать его, он был полностью сосредоточен на Тэхёне. Его приоритетом было убедиться, что с Тэхёном все в порядке, и поддержать его в неожиданную минуту. Эта перемена была не просто видимостью. Чингук вел себя естественно, как человек, который действительно реагирует на то, что для него было важнее всего.
И в этом случае этим человеком был Тэхён. Это подтвердило то, что многие давно чувствовали. Для Чингука безопасность и благополучие Тэхёна были важнее всего остального, даже его личных вещей. Когда Чингук бросился на помощь Тэхёну, даже не взглянув на телефон, он продемонстрировал не просто заботу, а настоящую привязанность. В этом не было ничего нового для тех, кто внимательно следил за их отношениями. На мероприятиях, выступлениях и за кулисами Чингук всегда был внимателен к Тэхёну, сопровождал его, заботился о нем и помогал ему без просьб. Это последнее видео – еще одно доказательство этой давней динамики. Важно отметить, как все это отражается в их поведении как пары. Хотя они не всегда выражаются публично, их действия говорят сами за себя. Они не пытаются ничего доказать. Их взаимодействие демонстрирует глубокий уровень доверия и эмоциональной связи. Тэхён часто проявляет такую же заботу о Чингуке. Эти отношения – не улица с односторонним движением. Их поддержка дополняет друг друга, последовательно и безусловно. Однако в этот момент именно Чингук ясно демонстрирует, что, хотя он ценит свое имущество, есть один человек, который всегда будет для него главным приоритетом. Для многих это укрепляет уверенность в том, что отношения Тэхёна и Чингука не требуют долгих объяснений. Им не нужно постоянно говорить или заявлять о своей близости. Их действий достаточно, чтобы понять, что между ними что-то настоящее, интимное и глубокое. Во многих видео с Тэхёном и Чингуком есть повторяющаяся закономерность. Это не что-то произнесенное или намеренно подчеркнутое, а скорее то, как они двигаются друг вокруг друга, как будто между ними существует постоянная, невидимая, но ощутимая связь. Независимо от того, где они находятся и кто рядом, их поведение не меняется. Они взаимодействуют естественно, как будто им суждено быть синхронизированными друг с другом. Эта связь очевидна в простых жестах. Когда один приближается и другой. Когда один делает шаг, другой отвечает, не задумываясь. Это не запланированная хореография, а скорее естественная привычка, которая возникает всякий раз, когда они вместе. Back a year ago.